Всем привет! Сегодня хочу поделиться историей, как почти в одно и то же время у нас пропали кот и кошка. Было у меня о них видео, кот Рыжик и кошка Бонни. Коты британской короткошерстной породы, только разного окраса. Вот какие красавцы. Очень любили друг друга и остались в нашем сердце навсегда. 2 года назад я вот так же сидела на этом же диванчике, только с другим своим котом. К сожалению, второй раз кот пропал бесповоротно, и невозможно было описать моего отчаяния, той боли, которую я испытывала. Спустя 3 месяца после того, как пропал кот, я шла через парк и возле дерева увидела рыжего кота, очень похожего на нашего. Он прибежал на зов, смотрел на меня такими умоляющими глазами. Вышла женщина, которая собирала мусор в парке, и рассказала, что кот бездомный, его подкармливают люди из ближайших домов, продавщица магазина, его обижают другие коты. А недавно погрызла собака, мне стало жалко кота, и я его принесла домой. Вот уже 2 года, как он у нас домашний, не буду рассказывать, как я его отмывала, как откармливала. Вот каким был кот, когда я его нашла, сразу напоила молочком, проголодался. Видео отправила сыну, он был на отдыхе, сразу начал меня ругать. Мам, ты что, всех рыжих котов будешь собирать и домой приносить? Мы только начали привыкать к коту, он к нам как трагически погибает кошка Бонни. И это был второй удар. Мою боль, мое отчаяние могут понять только те, кто сам пережил такое. И вот дети дарят на Новый год маленькую кошечку. Я ее называю тоже Бонни. Сначала маленькая Бонни доставала кота, любила его задевать, но он никогда ее не обижал. Хотя она даже нападала. Вот они уже спят вместе, подружились. А здесь Рыжик застукан на горячем. Я оставила немножко трикардина в чашечке, в составе которого имеется валерьянка. И кот, конечно же, занюхал. Вот, пытается достать лекарство из бутылочки. Задевает лапами даже бутылочку. И, конечно же, опрокидывает. Но согласитесь, каждый кот на его месте поступил бы так же. Любит сидеть у камина. И коронное место его на заборе ожидает меня с работы. Всегда ожидает. Рыжик более ласковый. Он никогда не выпускает свои коготки. А Бонни, несмотря на то, что британская порода не характеризуется такой агрессивностью, она иногда может выпускать свои коготки. Как в песне поется: когти могут впиться в ногу, но они не ранят сердце, как людишки иногда. Вот она агрессивная, она не хочет сидеть на руках. Они оба любимы. Вот. Оба греют мне душу.
успокаивают. Я их люблю, не вижу разницы, но, наверное, я еще поддержу мнение Бонни кошатников, что бездомный кот очень преданный хозяевам. Это действительно так. Как я уже говорила, у нас в доме двое питомцев. Рыжик, я его назвала тем же именем, самым простым именем для рыжих котов. Первый кот у нас тоже был Рыжик. И благодаря этому коту сгладилась та боль, которая беспокоила меня. Было очень психологически тяжело переносить утрату своего питомца. Тем более, что через несколько месяцев трагически погибла и кошечка. Есть у меня ролик о том, что дети подарили на Новый год маленького котенка, кошечку. Это вместо тоже кошечки, которую мы утратили. Рыжик с ней подружился. Они двое мирятся. И я скажу, что я не вижу разницы. Быть может, даже бездомный кот более преданный, чем купленный у заводчиков. Сейчас зима. Очень много бездомных питомцев требует вашего внимания. Поэтому будьте добрыми, будьте милосердными, добра вам, тепла. Пусть никогда не пропадают ваши питомцы. До встречи. Пишите комментарии, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал.